Всем привет, дорогие друзья! В этом видео хочу вам рассказать маленькую хитрость. Как вы по названию видео уже поняли, как сделать из обычного формата формат Shorts для ТикТока либо для Ютуба. Делается все предельно просто. Берем наше видео, вот, значит, перекидываем его сюда. Все, наше видео есть. Далее просматриваем видео. Все классно, все офигенно, обычный режим. Далее, чтобы нам изменить, заходите в эпизод Sequence, настройки последствий Settings. Все, выбираете, потом ставите вместо этих показаний нужные, то есть 1080, 1920. Окей. Да, он нас предупреждает. Вы что, охренели? У вас размер не такой. Вы что, блин, с ума сошли? Что вы делаете? Мы пишем, жмем, да, мы охерели. Все, классно. Далее. Движение. Выбираете. Либо вы делаете шортс во весь экран. То есть, что у вас ничего не пропало, не стерли, не украли. То есть, вот, ваше все видео будет здесь, короче. Либо вы можете просто сделать вот так. То есть у вас не будет черных полосок, ваше видео будет полностью в размер, но у вас теряются вот эти вот края. То есть тут уже на любителя. Но если вы грамотно снимали, что у вас все по центру экрана, то у вас все будет классно по центру экрана. То есть выбираете потом нужное вам время, обрезаете лишнее, просто отчикиваете нахрен, выкидываете, задвигаете, выбираете, сколько у вас продолжительность будет. Я выберу 55 секунд. Все дело обрежу. Вот. У меня получился 55.09. 50, да, 55. Ну, 55 с небольшим, короче, неважно. Вот. И, в принципе, я уже могу это вывод делать в видео. То есть экспортировать его. В принципе, уже нормально. Опять же, повторюсь, если вы хотите, если вам такой картинки мало, и вы хотите ее все-таки сделать, то просто вот сделайте вот так. Но мне кажется, так не сильно красиво будет. Я не любитель обрезков таких вот. Сверху черный, снизу черный. Никто же не узнает, какой у вас изначально была картинка. Поэтому делайте вот так, и все будет классно. Ну, далее потом жмете экспорт, Edit Content. Здесь выбираете с атрибутами исходного файла высокая скорость передачи. Match Source, High Bitrate. Все клево. Пишите название свое. Куда сохранить. Ну и все, жмете экспорт. Ну и в течение там где-то минуты 55, эти 55 секунд у вас сейчас появится. Сейчас я вам покажу. Сейчас подождем минутку. Тут быстро все делается. Пока что-нибудь еще расскажу. Вот можете почитать технические характеристики этого видео. То есть размер 1080 на 1920. Это 60 кадров в секунду. PPR. Один проход PPR. Это, в принципе, вам ничего не надо. Звук 320 килобит в секунду. 48 килогерц. То есть звук максимально классный. Вот также тут пишется вывод у вас. Какое разрешение экрана будет. 1080 на 1920. Все, больше я тут ничего не делаю. Все у нас так получается классно. Ну, еще 10 секунд у нас. 9, 8. Сейчас мы это все посмотрим, что у нас получилось. Вот, значит. Все, у нас готово. Вот у меня видео появилось. Вот я вот все скидываю. Смотрим характеристики, свойства. 1080, 1920, 55 секунд.
Все классно, как мы и хотели. Открываем, чтобы посмотреть. Вот, все, отлично. Без потери качества. Наше замечательное видео получилось. Вот. Ну вот, ребят, значит, таким вот простым способом можно изменить качество видео с альбомного в книжное. То есть для ТикТока, либо для YouTube, для Шортса. Ну вот и все, ребят. Всем спасибо за внимание. Всем удачи и пока.